Я ни о чем не жалею в своей жизни вообще. Я герой войны. Ого. Меня в дурку положили. Чому російською? Ситуация очко, понял, я называю это. Вот эти оппоненты, ну, блядь, с ними попробуй пободайся еще, понял. Мама с папой прихуели просто. Яке було твоє дитинство? Батом был. Мне даже автомата не дали. Мы тебя выгоняем нахуй с Азова. В Харькове тоже и в пехоте, и другие задачи выполнял. Другі задачі. Другие задачи. Ти відомий в мілітарі ком'юніті, але раніше не давав жодного інтерв'ю. Чому так? Ну, у меня не было времени, начнем с этого. Я как ушел, типа, с полномасштабной, ну, как наступила полномасштабная война, я ушел на фронт, и ну, мы там ебашились, типа. И просто мы не выезжали с Харькова очень долгое время, в принципе. А если выезжали, то на очень короткое время, и я это короткое время проводил с своей семьей. И мне там, ну, очень много кто писал, там, взять интервью и так далее. Ну, это были какие-то, ну, либо это известные люди, но я им вообще, типа, не доверяю. Ну, там, ну, хуйню какую-то, короче, набазарят мне. И что мне им говорить? Они хотят это взять интервью для того, чтобы себе хайпануть, типа, но, а мне их хайп вообще не нужен, их аудитория и так далее. Ну, придет там от них какие-то люди, типа, мне не нужные, в принципе, для моей аудитории. У меня своя, типа, комьюнити, своя аудитория. Мне не надо их аудитория. Ну, а сейчас я, типа, даю интервью, потому что, ну, у меня сейчас есть время много, я после операции, я сейчас на реабилитации нахожусь, есть время. И плюс я максимально тебе доверяю, потому что твой канал я читаю уже бог знает сколько времени. Ну, это не секрет, типа, кто следил за моим старым инстаграмом, тот видел, что я с Игорем сотрудничал еще по рекламе, типа, хер знает когда, типа, еще на старые аккаунты и так далее. Я с ним очень давно общаюсь, я знаю, что это хороший человек, типа, ну, ты хороший человек, что я базарю. Чому російською? Я намагаюся в житті спілкуватися українською мовою, але це виглядає пластмасово. Это не чья-то проблема, я никого-то в этом виню, типа, это моя проблема, это, ну, я в этом виноват. Потому что я всю свою жизнь, типа, общался на русском языке, я читал книжки на русском языке, понял. Ну, при этом я всегда был максимально, ну, типа, ну, все знают, типа, что типа, максимально топил за свою страну. Но это мой проеб, понял? Сейчас я максимально за лагерную украинизацию. Я против вот этого, знаешь, типа, там, где травят военных, знаешь, типа, на русском языке. Но при этом я сам веду социальные сети на украинской мове. И я, типа, не могу в жизни перейти на украинский язык, потому что это моя психологическая внутри проблема, знаешь, типа, что я разговариваю на суржике, и надо мной будут смеяться, особенно, знаешь, близкое окружение. Потому что, ну, вот в основном мое близкое окружение состоит на 95%, типа, из русскоязычных, типа, понял. Но при этом все максимально, типа, ну, типа, за нашу страну, понял. И сейчас я хочу максимально, типа, постараться перейти на украинский язык, но для меня это по факту тяжело. И сейчас я с тобой разговариваю на русском языке, потому что я хочу быть настоящим. Ну, таким, ну, типа, не пиздоболом, понял? Я, типа, читаю украинскую литературу, фильмы смотрю только на украинском языке. И я максимально за то, чтобы перейти на украинский язык. И я стараюсь, так как я веду социальные сети на украинском языке, еще раз повторюсь, я не просто там пишу текст на украинском языке, а кто на меня подписаны в инсте, они видят, что я, когда снимаю розмовні сторіс, типа, я розмовляю також українською мовою. Типа. І всі мені пишуть, ти так класно розмовляєш українською мовою, але ж вони не знають, що я перед тим, як записати сторіс, я раз 10-15 його перезаписую, тому що, ну, десь там в мене слово, типу, русське вискочить. І я, коли з лівими людьми где-то зустрічаюсь, ну, там, в магазині скупляюсь, там, знаєш, там, в таксі їду, і я теж розмовляю українською мовою, з ними спілкуюсь. Так, ти народився у Дніпрі. Ну, да, в Дніпрі. Яке було твоє дитинство? Ну, типа, если я скажу, что оно было хорошее, я спизжу, типа. По факту было тяжелое детство. Ну, родители могут обидеться, когда увидят это, типа, интервью, но я скажу честно, детство было тяжелое. И все. Як навчався в школі? Як був у соціумі? Да ну как, типа, я всегда был таким тихоней. Я никогда
не рвался никуда и так далее. Но при этом всегда был при какой-либо движухе. Вот типа если в школе у нас там были пизделовки, то я типа в них типа участвовал. Я занимался спортом, ну серьезно, плаванием занимался. 11 лет занимался плаванием. Поэтому я менял школы часто. Ну и там в какой-то один день просто чисто на рандоме родители такие говорят, ну выбирай, типа, либо ты дальше типа занимаешься плаванием, либо ты его бросаешь и типа занимаешься учебой, типа. Ну я выбрал типа бросить плавание и заняться учебой и пойти с пацанами на тайский бокс. Просто и О, ти все. займався тайським боксом ще? Да, ну я не буду говорить, что занимался, ну так по фану. По фану чисто. Да. Жалієш, що бросив плавання? Не. Я ни о чем не жалею в своей жизни вообще. Потому что, ну, это жизнь, типа, она одна. Типа, каждый выбор имеет последствия, но каждый выбор есть правильным выбором, потому что другого выбора ты уже не сделаешь все равно. Що після школи, де навчався? Я в технарь поступил, на сварщика. Короче, я хотел поступить на компьютеры. Я очень сильно любил компьютеры. Я хотел стать компьютерным гением, понял? Но у родителей тупо не было ЛВ. Не было ЛВ, я поступил на сварщика, на бюджет. И типа техникум сварки и электроники имени Патона в Днепре. Я тогда поступил типа учиться на бюджет, сразу же начал получать стипендию и так далее. Я нормально учился в технаре. В технарі ти майже був відмінник. Да, потому что, ну, у меня была, во-первых, стимул был учиться, потому что степуха. А степуха – это деньги. А денег нема, а деньги ж хочется иметь какие-то. Поэтому это был стимул. И плюс в технаре были объективно охеренные учителя. Після Майдану почалась війна на сході країни. Ти почав з 14-го року, пішов на війну, так? Да, но я пошел не с самого начала, чтобы типа не пиздеть, там, типа, что там я там с первых дней на войне. Не, я-то в технаре учился еще, типа, 19 лет. Ти був в Азові, так? Спершу. Да, батальон еще тогда был. Як ти потрапив туди? І чому Азов? Ну, у меня был, точнее, скажем так, у меня не было выбора, в принципе, куда идти, ну, потому что Азов — это, ну, там все с движухи, типа, пацаны собрались, все. Надо было еще в универ, понял, поступить, потому что после технаря поступил. Я просто отдал доки свои туда, Киевский институт Патона и в Днепре, типа, понял, в металл. Ну, это так, на всякий случай, типа, металл. Я, короче, прошел и туда, понял, но я понял, что я иду на войну, на движуху, и я просто на рандоме, типа, закинул, ну, типа, принял решение, чтобы металл, по куратору пришел, сказал, типа, я учиться не буду, я поступил, учиться не буду, я, типа, на войну, типа, еду к пацанам своим, и все. Она, кстати, оказалась очень понимающая женщина, максимально понимаю. Она не то, что не начала меня отговаривать, она, наоборот, сказала, молодец, давай, типа, едь. Говорит, я тебе сделаю сейчас академ-отпуск, типа, не переживай, типа, ты восстановишься, все будет хорошо. Чтобы ты понял, она мне еще ЛВ насыпала, понял? А она меня, типа, быстро к себе в каморку завела туда и, типа, открыла свой тайничок, типа, и дала мне тогда 2 косаря. И говорит, давай, типа, удачи, типа, едь на войну, не переживай, и я тебя, типа, восстановлю. И она меня довела до магистра. Ого. Да. И, короче, вот так на войну, типа, уехал. Родители вообще ничего не знали, и я просто... Так, прихожу в один день, говорю, я уезжаю на войну, типа, все. Мама с папой прихуели просто. Ну, просто прихуели. Тобі було 19 років. Да, на тот момент, ну, типа, 19, и как раз днюха исполнилось, типа, 20, типа. 20 років ти поїхав до Азову. Як була твоя підготовка? Ти якось готувався? Чи це було на місці? Короче, мне кенты, которые уже были в батальоне тогда, они сказали, что есть еще один тип движевой, он тоже хочет поехать. И меня скоординировали с ним в Днепре. А там такой был дядька здоровый, взрослый уже, бородатый, там тоже там нормальный такой, сильный. И говорит, давайте, типа, сажайтесь в поезд, типа, и езжайте в Киев. Ну, мы, короче, приезжаем в Киев сразу же и, типа, в рекрутинговый центр, так сказать. Ну, это сейчас по-модному так называть, рекрутинговый центр. По факту это просто залетели в здание, там, где сидели типы, понял? И все. Ну, тогда залетаем и говорим, типа, мы хотим в Азов попасть. Они такие, ну, поздравляем вас, вот вам анкетки, заполняйте анкетки и приезжайте через 2 недели. А я такой думаю, нихуя себе через 2 недели. А какого хуя, типа, через 2 недели ехать, если я уже в Днепре собрался полностью на войну, типа, а это было 2 дня, чтобы ты понимал. Я собирался 2 дня. Я говорю, я, типа, типа, отсюда я никуда не уеду.
Типа, я приехал уже со шмотками сюда, у меня 2 баула. Я, типа, буду, типа, тут до конца. И тут приходит старший, типа, который по рекрутинговому центру был. И он такой говорит, типа, а ты, типа, движевой тип? Я говорю, ну да, говорю. Он такой посмотрел на меня, потом взял анкету и говорит, у нас нету мест, типа, полностью сейчас забитые места. Будешь, типа, спать под лестницей вот здесь вот? Я говорю, да мне насрать вообще, типа, конечно, буду. Типа, мне вообще пофиг, типа, хочу на войну. Ну и все, так и остался, типа, там, меня, типа, оставили. А остальные вот так, ну, типа, приходили, им говорили, через неделю они уходили, и им никто не звонил, ничего, они так никуда и не попали. А потом говорили, ну, типа, меня не взяли. Ну, ти там був 2 тижні чи менше? Там меньше вообще, понты там пробовал. І після, що було після? Ой, да там вообще смешная ситуация произошла. Я, короче, там остался, дали нам десяток, в десяток закинули там типов всяких и так далее. Там а-ля подготовка была, КМБ. Ну, бля, это было смешное КМБ. Там, короче, очень кринжовый инструктор был, понял? Ну, я бы сейчас посмотрел бы на такого типа, понял? Ну, там были такие времена, понял, что каждый какой-то взрослый дядька в форме, который не придет и скажет, что он мега-супер-дупер иностранный наемник ЧВК, снайпер, мега-дупер, там, ВДВ, 38-я бригада, понял, какая-то, то все ему скажут, боже, ты гений, типа, давай, типа, занимайся. Ну, и он, короче, там чел нас там кринжово тренировал максимально. И вот это вот, чуть-чуть мы потренировались, там дали десяток, меня поставили, типа, командиром десятка-то, ну, отделение. И там, короче, произошла какая-то залупа, ситуация очко, понял, я называю это. Просто рандомная ситуация, что-то ночью какие-то там, что-то там случилось, там на какой-то машине лопнула фара, и меня как старшего по дежурству, ну, решили въебать. Типа сказали, ты во всем виноват, ты никуда не едешь, мы тебя выгоняем нахуй с Азова, понял? Я такой, какой? Я даже до войны еще не доехал. Куда меня выгонять? Я приехал на войну, а меня хотят выгнать с войны, потому что, блядь, какая-то ебучая Ой, я слишком много пикать придется, типа, наверное. Какая-то фара треснула, понял? Ну, я начал жестко рамситься, понял, сразу же. Мне такие, все. А там, короче, відправка была, понял? Вот это урочисто, там, с площади Софиевской, там все должны ехать были. А я такой, говорю, все, ты никуда не едешь. Ну, короче, всю движуху, все там типы, которые были там на рекрутинговом центре, їх всіх урочисто відправили, дали им шевроны, форму, там герои, там, понял, все уехали. А мне же было обидно, пипец, понял? Типа все уехали, а я остался. Ну и, короче, потом меня вызвали в кабинет, ну, типа, ну, меня прям сказать, меня хотели вообще, типа, понял, сразу выгнать, там, на поезд, все, там, пиздуй домой. Я сказал, нет, никуда, ну, я зарамсился, понял, ну, я остался там. Ну, меня, покажу, всех отправили, меня вызвали в кабинет, и такие говорят, ну, что ты там, понял? Что там рамсился, там, типа, того воевать дохуя, типа, хочешь, типа, что. Ну, короче, там зарамсился нормально. И мне просто так открывать сейф, так дают там, по-моему, то ли 2000 гривен, то ли что-то. Так дают, ложат на стол, и говорят, вон там есть пару типов еще там каких-то. Бери этих пару типов и пиздуй в Мариуполь. А бойові дії там вже були? Конечно, да. Это конец лета был. 20 років, і ти почав воювати в Маріуполі ну, Ну, в самом Мариуполе тогда ну, не было такой хуйни, понял, что прям в самом Мариуполе война была. На окраинах Марика тогда была война. Прям сразу за Мариком, на окраинах Марика, типа, была война. яким ти був? Крипом. Ботом был. Мне даже автомата не дали. Я тупо так приехал, понял, по базе вот так иду, понял, как миньон. Я говорю, я к вам сюда приехал. Ты кто такой, слышишь, понял, мне говорят. И я говорю, типа, приехал, типа, пополнение, все дела. И понял, меня вот так вот кидали вот, от одного чувака к другому чуваку. И в итоге я так тут, типа, достучался до того, что говорят, ну, пиздуй на подвал, охраняй, типа, там это. Ну, охраняй, короче. Да, ну я, типа, пошел даже без автомата, ничего. Пошел и, типа, в кринжовой ситуации такой сидел, понял, там чуваки такие, малой, дай сигарету, понял. А я такой, блядь, я не курю вообще это, понял. Хотя надо было подойти в ебучку ему дать, понял. Ну, и, короче, в первый же день там началась какая-то движуха, там, наступление, все дела, и нас, типа, сразу же в первую же ночь, типа, собрали в группы и отправили, типа, туда движевать, в поля. І що було далі? Служба дальше была, война, движуха, все дела. Скільки ти там знаходився взагалі? Где именно? Ну, під Маріуполем, як таке. В самом секторе М? Так. Да дохуя. Ну, по факту, практически все время я был в секторе М. Ти взагалі часто їздив додому під час війни? Довольно-таки часто, потому что у меня было ранение, и у меня было много операций всяких. І що за операція, що за поранення? В плечо, типа, бахнуло очень сильно.
Скільки тобі було операцій? Ну, от 9-я произошла. І ти кожного разу повертався у Дніпро. Як ти соціалізувався? Ой, это очень сложный вопрос. Это тяжелый вопрос, социализация, ПТСР. Это можно у моей мамы спросить, как ей тяжело было тогда. Но вот моя мама – это настолько сильная женщина, что просто не передать словами. Я был сумасшедший. Меня в дурку положили. Меня положили в дурку после ранения, типа, и так далее. Перед первой операцией я сначала пролежал в дурке, а потом, типа, меня уже на операцию закинули. Після повернення з першої кампанії у нього була реабілітація, було дуже важко, і він зазначив, що саме ви дуже сильно йому допомагали. Як ви взагалі це перенесли? Це було дуже тяжко. Якщо чесно, то у мене в душі просто кипело все до ужаса. У нас такі моменти були, що просто я не знала, що мені делать. Потому что вот у него такой пример. Он сидит за столом, это говорит: мам, я хочу кушать. Вот, а у него любимый борщ. Вот, я ему даю борщ, вот он сидит за столом, тарелка перед ним, ложку он держит. Вот. Проходит там буквально пару минут, он смотрит на меня, я сижу напротив, он смотрит на меня. Я говорю: что такое? Он говорит: мам, я хочу кушать. Я говорю: блин, извините. Говорю: у тебя тарелка стоит перед тобой. Да. Ну, то есть настолько вот это было, тяжелое состояние у него, он где-то был там непонятно. Вот, это было тяжело как бы за этим наблюдать. Или когда это смешно и не очень смешно, когда он приехал, вот это ж с той войны, скажем так, точнее, все это было какая-то между, то есть он еще это в Азове был. Вот он приехал вот тоже в таком состоянии. Мы дома, просто я запрятала все ножи, вот, чтобы у него ничего такого не вызывать. На что он пошел гулять там с с пацанами своими, друзьями. Потом он приходит домой, и я вижу, что у него просто молоток был с собой. То есть у него хоть какая-то защита, я так понимаю, у него должна была быть. Вот поэтому, так как у него ничего не было, мы все запрятали, поэтому вот он решил выход из положения, молоток взять с собой. Это было, конечно, я же говорю, с одной стороны смешно, а с другой стороны, когда ты видишь его поведение, это было, конечно, ужасно. Скажем так, я сделал работу над собой и пришел к финальному решению, так сказать, когда я уже полностью понял, что я нормальным стал, что я не шиз какой-то. Это в 2020 году только. А все это время, очень много хуйни было. Я был попаянным очень сильно. Да. И моим родителям было очень тяжело со мной справиться. И всем, в принципе, было тяжело со мной справиться. Поэтому те люди, которые со мной были изначально, и те люди, которые остались со мной сейчас, это люди, которых я ценю больше, чем свою жизнь. Потому что они и есть моя жизнь, они меня вытащили, типа, что я сейчас живой благодаря им всем. У тебе сім'я на першому місці, як я розумію. У тебе батько воював разом з тобою. Мама у тебе чим займається? Мама моя тоже, находится в патронатной службе полка Азов. И сестра, и отец в Азове. Тобто у тебе вся сім'я задіяна у війні, можна сказати? Да, вся семья с первого дня. Як вони взагалі витримують це все? Это надо спросить у моей семьи. Но они, наверное, с ума. Очень тяжело. Моей маме, я не знаю, честно, как моя мама вообще все это выдержала с сестрой. Честно, не знаю. Мы с батей, на войне были, там, в 14-15 году. Вы це якось колективно? Нет. Я ушел, и батя следом за мной ушел. Да, батя сразу же поехал, он поехал тогда в ремонтную роту, там уже полк формировался на тот момент, только формировался. Еще БАТ, по факту был, людей на БАТ было, название уже было полк.
Батя поехал туда в ремонтную роту просто, но при этом оказался совсем не в ремонтной роте. Я пиздюлился точно так же, как и я. Он тоже инвалид войны. Ти що там мав поранення? Да, мы с ним там почти в один день у нас так получилось. Як ви прийняли рішення, коли він сказав, що перший раз піде на фронт? Категорично нет. Он сказал, я все равно пойду. И я понял, если я не могу погасить восстание, я должен его возглавить. И мы с женой возглавили. В кратчайший срок собрали вещи, которые нужны на фронт. Провели сына. Ну ви ж після теж пішли. Так, где-то через 3,5-4 месяца я ушел. Мне предлагали в Днепр-1 пойти. Ну, в Днепр тогда. Добровольский батальон. И я решил, нет, пойду, наверное, в Азов. А вдруг я в тот момент спасу жизнь сыну. Вот клянусь, так и вышло. В тот день, когда у меня было ранение, у сына оставалось максимум минута-две жизни. И мы приняли бой на себя и этим спасли им жизнь. Ну, я получил за это оплеуху, ранение. Это реальный случай жизни был. И я не пожалел ни на грамм, что я пошел. И я таки... Ну, их позиция на себя переняла огонь. Да, мы И спасли они им просто жизнь. Открыли, типа, огонь и... Мы в полный рост стали и открыли огонь, вызывая огонь на себя. Да, в больницу, когда попал, передали, что в новостях канал был такой новости, ну, озвучивать не буду. В палате уже лежал с хлопцами. Говорит, вот, говорит, Азов принял бой, там, ты, один был Азовец 300, я так... Это я, это я. Пацаны поприкалывались, ну, потом познакомились с ними. Ну, это было тоже так прикольно. Когда я попал уже в свое непосредственное подразделение, уже дней через 5-4 дня я знал, где служит мой сын. Непосредственная его дислокация. И еще 2 дня уговоров своего руководства, чтобы подпустили, приехал, увиделся. Для меня встреча это была, конечно. Это была первая встреча, когда ты Да. на базу-то заехал. Да. Просто С такой амуницией, столько, сколько сам весит, столько на нем, слезть с борта машины, не зайдя даже, проломая вход ко мне, я увидел эту рыжую бороду и свои любимые глаза родные. Это было что-то. Эта встреча была меньше минуты. Буквально вот мы обнялись, как здоровье, как то все, и сразу же там уже сигналят, бегом, 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 и они сели и уехали. Были, типа, работали там Да. дальше. А вторая встреча была Севики. за сутки до моего ранения. Есть Да, фотография. когда я к тебе прибежал тоже с позиции. Да, когда мы были на горе. То, что я говорил, то, что я любил в соло ходить, бродить, типа. Ну, тогда сам пошел, типа, и пришел, типа, к бате. Да. Так розумію, 2 рази ти тільки зустрічали. Да не, батя там ко мне еще потом на базу заезжал, еще там. Нас купаться привезли. Да. Покупался, как раз выхожу, и тоже есть фотографии. Мы там ночью с фотографией где-то сфоткались. Вот, это была 3-я встреча у нас. А як війна на нього вплинула? Война? Ну, я скажу отрицательно. Первая ротация была, я как раз собирался, уже у меня были вещи собраны уходить, и он на первую ротацию приехал домой через 3,5 месяца. Под Новый год, по-моему. Уходя на войну в сентябре, в первых числах, и придя под Новый год, это были абсолютно разные люди с разницей в возрасте лет 8-10. Повзрослел, стал гораздо мужественный, как это правильно сказать, разговор стал совсем абсолютно взрослый, понимание в глазах и взрослая усталость в глазах, когда он зашел домой. Да, он улыбался, он увидел маму, он увидел сестру, обнял в первую очередь. Я даже успел в тот момент как-то сфотографировать, пару кадров сделать, как они с дочкой сидели. Да, и с этой улыбки, усталый глаз, перешло лицо в сильнейшую усталость. Просто. Ну, такой взгляд не каждый увидит. Я просто Макдональдса хотел покушать. Ну, так было, да. Що ти взагалі порадиш людям, які повертаються з війни у соціум? Возвращаться любому типу сложно максимально домой.
И когда человек приходит к тому, что он такой, ну все, через пару дней я буду дома, у него, знаешь, есть такое понятие, как ожидание, понял? И по факту, когда ты возвращаешься, первые там неделя-две, они кайфовые, типа там, знаешь, там, вау, я дома, там все. А потом, знаешь, эйфория проходит и начинается депрессняк лютый. Основная проблема, финансовая составляющая, понял? Типа, где брать лаве? Зарплата закончилась, типа, все, а зарплату платили, типа, плюс-минус нормальную, типа, понял? Где брать лаве? А если у тебя еще есть семья, знаешь, какие-то приколы, там куда-то надо девать лаве и так далее. И ожиданий куча у людей, особенно движевых типов, понял? Они все думают, что да, я, типа, работать не пойду. Типа, обычная гражданская работа, я герой войны. Куда мне идти работать? Ну, это я сейчас говорю так, как говорил я, понял? Типа, я сейчас ни в коем случае там никому типа, не говорю, что кто-то там не прав. Я говорю, ну, я был неправ. Ну, были моменты, когда ты малолетка, еще, понял, ничего, типа, дупля не ловишь. Ну, типа, ты, ну, лишнего накручиваешь на себя. И там надо что-то там в личку идти работать, там еще что-то, ну, какую-то крутую работу, там, наемником стать, там, понял, поехать там куда-то в Афганистан, там, понял, сейчас курсы пройду, буду как американец крутой, понял. Плюс ты ожидаешь, что там люди тебя будут везде там восхвалять, понял, там, считать тебя героем каким-то, все тебе что-то должны, понял. Бля, ну, жизнь так не работает. Во-первых, чувствую, что тебе никто нихуя не должен, ну, по факту. Я скажу, ни один мой товарищ закончил жизнь, типа, самоубийством. И все это потому, что ты не вывозишь гражданку. Ожидание – реальность, понял? Блядь, у меня рука, типа, не выгибается просто, понял, правая. Типа, знаешь, как весы, типа, ожидание – реальность. И начинается вот эта тема, знаешь. Приходит там какой-то чел, какой-то твой товарищ, там, понял, там, детство, одноклассник, Кен с района, и такой, слушай, давай кофейка с тобой попьем. А он такой смотрит, что он нормально одетый, там, деньги есть у него, машина хорошая. И он такой, слушай, и он такой говорит тебе, слушай, ты герой войны, ты такой крутой тип, ебать, ты столько всего сделал на войне, ты прям, ну, жесткий, лютый тип, понял? И ты же такой сидишь, блин, мне такого никто не говорил, только он меня ценит, только он мне такое говорит. И такой, ну, понял, располагает к себе чел. Такой думаешь, блин, классно. А потом вот такой, опа, на ход ноги тебе лаве насыпал, понял? И такой, блин, нормально. Потом еще раз там, понял? И потом говорит, слушай, есть работа, давай, типа, все легально, все классно, там охранная фирма там и так далее. Ну, короче, подписывают на блудняки. И только, блядь, голова помогает думать, что на блудняки подписываться нельзя. И это основная проблема, ну, типов, которые возвращаются с войны. Типа, я не хочу работать, но при этом хочу иметь лаве. Меня никто не ценит, а вот этот тип меня ценит. Ну, это все фуфло, понял? Никто тебя на самом деле не ценит. Тебя просто рассматривают как юнит, понял, и все. Вот давай начнем с того, ради чего мы пошли на войну? Ради своего дома, ради своей страны. А тут, получается, мы с войны приходим к себе обратно домой, и мы начинаем вредить своей же стране. Паскудничать, понял? Заниматься паскудством. И вот этот момент надо понять, ради чего ты пошел на войну, и зачем ты возвращаешься, типа, с войны. Типа, понял? Чтобы мотивацию свою вернуть, понял? Что ты ради страны, типа, вернулся. Типа, ну, ради дома своего, чтобы жить тут хорошо, чтобы не портить, типа, жизнь никому, чтобы у всех была комфортная, хорошая жизнь. Моя парада. Развивать себя как личность. Как личность. Не быть юнитом, не быть ботом, крипом. Понять, что ты хочешь, что ты сделаешь. Открыть свое какое-то небольшое дело. У нас сейчас страна возможностей, по факту. Ты можешь много чего сделать, и это будет в плюс, а не в минус. И это будет в плюс и тебе, и стране. Развивать свой малый бизнес какой-то, понял? Либо, ну, реально пойти на нормальную работу какую-то. Ну, у меня очень много знакомых, кто вернулся с войны и пошел там в туристические агентства работать, знаешь, там и так далее. Блин, ну, типы совсем другими людьми стали. Ну, совсем другими людьми. Ну, чесно скажу. Ти казав, що крайній раз ти був між повномасштабною та Донбасом у 19-му році, так? На Новий год, виходить, да. Да. І ну, як ти заробляв? Що ти робив? Чим займався? Ну, это тоже, это сложный вопрос, типа тяжелый, понял, и так далее. У меня был лютый депрессняк, там, понял, там, много чего, типа, хотелось, плохие мысли в голову лезли и так далее. Но, знаешь, типа, я собрал всю волю, вот просто всю волю, которая у меня была моральную, и такой, все, пора, типа, заниматься собой.
Типа я себя довел уже до такого состояния, что я просто паскуда, понял, лютая. А у меня хорошая семья, у меня хорошие родители, сестра. Моя девушка вообще замечательная. И я решил, типа, открыть такое свое маленькое дело, типа, шмотки, типа, понял. Не просто там, понял, лепить картинку на футболку. Я всегда, типа, интересовался вещами, шмотками. Мне всегда нравились, типа, дизайны, понял, там, и так далее, шмотки, аксессуары всякие. И я вот решил открыть свой личный бренд одежды. На тот момент у меня, типа, на карте было 2000 гривен, понял, надо было что-то делать. Нашел цех, отшил первую сумку. Типа, мой бренд начался с разработки логотипа, названия, дизайна, типа, и открытия страницы в Инстаграме, и первой сумки моей. Вот, это моя сумка, типа, заколот. Вот кофта тоже, типа, заколот. Типа, сделал, ну, типа, это наша фирменная, типа, наша, типа, там, движухи, надпись. А вообще, типа, для продаж, типа, коммерческую серию этих худи, типа, я сделал, тут, типа, заколот, типа, написано, типа, и там принт на спине там, нормальный. Плюс это худак, типа, полностью сшитый по моим лекалам, полностью сделанный с материалов самых, типа, которых я могу хороших найти, типа, самых лучших, типа, самую дорогую ткань закупаю и шью, типа, их. И свой путь я начал с сумок. Я, типа, сделал один дизайн сумки, и этот дизайн стал лицом, так сказать, моего бренда, именно та сумка. Потому что их за все время я продал больше всего. Ну, они прям вообще вот так, как горячие пирожечки разлетались, понял? Да? Это пирожечек. Да, и разлетались сумки. И потом я начал делать уже дизайнерские футболки. Я полностью разработал свое лекало. Это был оверсайз. А в оверсайз шмотках мало кто любит ходить. Скажем так, я захотел сделать бренд не милитарный. Чтобы это не связывалось меня там с милитаристом там, и так далее. Чтобы я типа не был милитарным типом, понял? Я захотел сделать шмотки стрит-стиля. Тобто це, можна сказати, твій перший бізнес? Да, это мой первый бизнес. И это моя душа, понял? Это моя душа. И я же говорю, я это все начал делать, потому что мне самому это нравится. Я сам хожу в своих шмотках всех. Вот я какие шмотки не сделаю, я вот сделал, отшил первую шмотку, вот мне ее показали, меня она устроила, и все, я уже в этой вещи хожу. Мне они очень нравятся. Я люблю свои вещи. И за все время, ну, у меня не было каких-то косяковых вещей, которые я сам бы не носил. Если мне нравится, я в этом хожу, все, я это продаю. Типа. Меня покупают люди это. И всем нравится. Ми зараз у легендарному місці. Всі, хто дивились твої стріми, знають, де ми, і бачили це багато разів. Розкажи, з якого часу ти стрімиш? Это с 21-го года. З чого почав? Да просто на дефолтном компике, на дефолтной кинокамерке, она у меня до сих пор там лежит. Logitech. Я ее, кстати, на мусорке нашел. Серйозно? В прямом смысле этого слова. Просто на мусорке нашел. Типа разбирали там какие-то завалы с кинтом, и там нашел типа кинокамерку, типа, и на ней типа стримлю. Бо типа лавы не было на нормальную. Я типа. А потом такой, да, в принципе, картинка показывает, да и похер, типа. И все, типа, а так, типа, дефолтное место, дефолтный компик, типа, просто подрубил стримчанский, и все, и начал стримить. А що з ігру, чи що ти стрімив? Ой, да ну да, поначалу ж такой думал, блин, ну, наверное, ж на Твиче, наверное, только игры стримят, там же все это, ну, короче, шаблон, знаешь, я такой повесил, и такой думал, надо стримить, типа, игры. Ну, там что-то зашел, там, раз, два, три, там, постримил, особо так, ну, я говорю, это 20 человек, типа, моя, типа, аудитория инстинктивно крепкая, они залетели, типа, меня везде поддерживали, ну, а потом уже, знаешь, типа, так разыгрался, там, 3-10, там, уже неопределенные какие-то игры, там, стримил, там, популярные, знаешь, типа, там, Warzone и так далее. А так, чисто там рыбалку, знаешь, там постримить, там просто музыку, там это, просто посидеть, побазарить, фильм какой-то посмотреть и так далее. Який був найбільший донат на Твічі? $150, типа, это донат залетел этими битцами. Типа, на Твиче есть, типа, бицы, и там можно задонатить битцами. Якщо б знайшов сили для стріму, що б ти застрімив? Просто бы побазарил бы. Побазарив. Да, просто бы побазарил, рассказал бы типам, как есть все на самом деле, типа, и все. Ну, типа, ко мне зашло бы там публика моя бы, они бы
Понял? Если бы я начал бы сейчас шпилить во что-то, то у меня бы не получилось шпилить, потому что очень много вопросов у людей ко мне. И ну, игнорировать публику на Твиче я не могу, понял? На Твиче я всегда читаю чат и всегда отвечаю. Типа, вот что типа нравится моей публике, когда я стримил на Твиче, потому что я по жизни морозила жесткий. Я типа никогда в инсте никому в основном не отвечаю, типа я морожусь от всех. В телеге никому не отвечаю. Общаюсь так только с очень-очень близкими, это очень типа так. А типа что нравится на Твиче, когда я заходил на Твич, типа я общался со всеми вообще. Ну, просто кто пишет в чат, с тем я и общаюсь, типа, и все. Поэтому много кто любит этот момент. И они заходят со мной, общаются на Твиче, и я, типа, со всеми общаюсь и на все вопросы отвечаю. Если бы сейчас бы я зашел бы, то было бы миллиард тысяч вопросов. Там у меня очень классная комьюнити. Ну, просто у нас такие ламповые стримы. Я, понимаешь, все на Твиче, типа, они шаблонные все, понял? Все там какие-то прикол, ну, мыльные вот эти вот, мыльный пузырь вот этот. Они там, как не зайдешь кому-то на стрим, они все время либо стримят одну и ту же игру, и если они начнут стримить другую игру, у них не будет аудитории. Либо это какие-то пластмассовые стримеры, которые везде осуждаю, значит, чего-то боятся там вечно, и все время какую-то дикуху типа делают непонятную, и боятся выразить свое мнение. Вот люди всегда боятся выразить свое мнение. А вот у меня, спасибо моей аудитории, она у меня очень маленькая. Но это моя аудитория. Я могу устроить ламповый стрим. Просто вот так сесть за компьютером, врубить Тимура Муцураева, знаешь, там, либо какую-то там другую музыку. И вот так просто сидеть, грустить, понял, и общаться с типами. Они меня не кинут, они будут со мной, понял. И им это нравится тоже. И вот такое вот комьюнити у меня собралось на Твиче. Поначалу их было совсем чуть-чуть, а потом стало больше. И сейчас там крайние стримы я делал. Для меня, типа, это много, там 150-200 человек онлайна на Твиче было. Типа, для меня это просто бомба, ты что. Чому ти дід Шинобі? Ой, ну, дед я, потому что я, ну, вот это всякое ранение, пенсия, понял, там получила, типа, у меня татуировка, если не было, пока тут, типа, пенсионер, вот так тут написано, вот здесь, вот, пенсионер. Ну, плюс я же говорю, я максимально ворчливый. Знаешь, вот это, все сидят там, что-то жить, а я такой, да ну нет, мне не нравится это, типа, ну, короче, душнило, я понял. А Шиноби, потому что я анимешник. Ну, я люблю аниме, типа, понял? А почему... Сейчас моя девушка посмотрит и скажет, да фу, позер. Она меня так, ну, любит девушка, мне говорит, что я позер. Потому что по факту, типа, я полюбил аниме, именно прям полюбил, когда у нас начались с ней отношения. Потому что она очень сильно любит аниме. И вот она меня подсадила, типа, на Наруто, там, понял, там, и так далее. И мне это очень сильно понравилось, и я такой человек впечатлительный, понял, на фильмы, на книги, там, на мультики. Знаешь, вот как в детстве, посмотрел Гарри Поттера, взял себе палочку с дерева, сорвал, и такой бегаешь, авада-кедавра, понял? Так вот, я такой же и остался взрослым, понял? Она мне подарила повязку тогда, понял, с Наруто, понял? Канохи. И я тогда, это был 15-й год, и... Блин, все что-то такие, да мы жесткие, мы все с движухи, мы все воины, там, А я такой, а я Наруто, понял, типа. Да. Ну, типа, я, типа, не стеснялся этого, понял? Хотя по факту все, типа, такие, ну все же знают, что все же пацаны там с района, все жесткие, типа, да, типа, аниме для, там, плохих людей, там, понял, для дураков. Тогда я был подписан Хокаге, понял, в Інстаграмі. Ну, я ж тебе і побачив перший раз твій інстаграм, коли ти ще був в Хокаге, і такого більше ні у кого не бачив. Да. Тому це така була, мабуть, якась ізюминка, якщо можна так сказати. Первопроходец. А сейчас, типа, ну, везде Хокаге, везде Шиноби, понял. Зараз Все багато. любят аниме, везде кругом милитари патчи анимешные, понял, везде, ну, кругом. Особенно после атаки титанов, вообще, просто. Ти розповідав, що у тебе багато друзів, які тобі відсилають мерч від ком'юніті. Що це за плащ? Ну ты что, типа, ты что, не шаришь, что это плащ Акацуки? Звісно, шарю. Чей мерч? Мой. Да не, на самом деле на секонде, типа, его нашли, типа, и мне прислали тогда. Это, я не помню, какой год, наверное, 16-й год был. Или 17-й год. Ну, типа, нашли, типа, выкупают, что я, типа, анимешник, что я, типа, люблю, там, особенно Наруто. Хотя там, это заезжено, так скажу, типа, какой ты анимешник, если ты любишь Наруто? Я много чего люблю. Да, но это конкретно именно Акацуки, потому что, ну, ты что, это трушные типы такие крутые. И мне его закинули, я в нем, типа, там уже всякий угорал, там, ну, старая аудитория его выкупает, они видели мои видосы из Донбасса, где я был в этом плаще.
І да на полігонах, де я в ньому угорав, де просто. Ти був на Донбасі, що ти робив в цьому плащі? Да прикол тянул, типа, ну. Прямо на позиціях? Да, ну мы на позициях много чего всякого прикола тянули. Ну там была даже, война была комфортная, понял, для нас. Мы, типа, сильнее были, круче, у нас там теплаки, ночники, все дела. Мы могли много чего себе позволить. Ну, типа, мы заезжали, когда на позиции, то мы жестко кошмарили, типа, на оппонентов. Потому что, ну, чтобы не расслаблялись, понял. И они, типа, ну, так сказать, ебало в тряпочку засовывали и ничего не делали. Поэтому, ну, мы могли себе позволить всякое страдать, так сказать, не статутною хуйней. Потому что це не статут. Ну, я одевал плащ, мой Кент вообще раздевался, там, знаешь, типа, иногда по приколу зимой холодно, а он тупо на голом торсе, знаешь, как викинг какой-то. Залетали там, понял, на броне там. Ну, и всякие приколы тут, говоря, тянули. Я в этом плаще, типа, там гонял, мы там колонку врубали, там, всякую музыку и ебашили. А які ще приколи є? Да дохуя приколов, типа, ну, на самом деле. Типа, Ну, якийсь такий. ну, у меня Кенду так просто... Мы зашли на позиции, он нашел какую-то просто штуку, типа на громкоговоритель похоже. Ну, не громкоговоритель, ну, лейка какая-то супер здоровая. И он просто вот так вот в течение часа одну и ту же фразу орал. Просто одну и ту же фразу, ну, не буду говорить какую, потому что, может, кого-то религиозно это оскорбит. Но он так тут орал и настолько сильно доорался, что нас, ну, припиздовали там немного. Да, мы немного были прифигевшие. Ну, я, типа, много чего делал. Я вот этой штукой залупой, понял, задалбывал сепаров. Що це? Ну и вот так тут, короче, в течение всей ночи я вот так тут сидел на позиции просто, и вот так вот всю ночь, вот так тут всю ночь, вот так тут всю ночь. И там, типа, типы уже орали, блядь, да выкинь эту хуйню нахуй, ну, сепары, типа, орали. А як Там близько ви корот- знаходились? Там короткие дистанции были. Типа, там, по-моему, 300-400 метров было. І вони це вночі чули? Ну, конечно, ночью слышно все. Ну, слушай, ну, это не прям так, что, типа, 300-400 метров, там прям линия соприкосновения большая. Там же линии окопов большие идут от блиндажей основных и так далее. Ну, типа, грубо говоря, крайняя спеха наша и крайняя спеха их. А спеха, типа, спостерегальный пункт. Типа, и на крайних эспехах мы, типа, находились, понял, свои задачи, типа, там выполняли. А они, типа, на своих. Ну, типа, как я понимаю, они там штатные, типа, там были, а мы залетные. Ну, потому что нам надо было свою инфу собрать. Ну, я вот это всю ночь, типа, сидел, понял, и, ну, было делать нехуй по факту. Я не помню, что у нас-то случилось, мы задачу свою не выполнили тогда. Ну, короче, что-то произошло, что нам пришлось просто там, типа, перекантоваться, типа, и все. Я вот это всю ночь это сидел, эту залупу, типа, крутил. Мне музыка нравится, мне приятно. И Кен сидел рядом, такой, блин, пожалуйста, на нервы действует, страшно, ночь, холодно, понял, тихо-тихо. Это еще, по-моему, зима была даже, там снег. Не зима, это март месяц, по-моему, был. Ну, короче, еще холодно прям очень, ну, не прям уже как люто, как в феврале. Я вот это сидел всю ночь. И все. Ну, короче, приколы тянул. Да. Ну, я вот такой вот токсичный человек. Так, розповідай, скільки коштує АРка? Ты решил сразу с тяжелого, да, начать? Не с базы. Ой, да, короче, ствол стоит где-то 170-180 тысяч. Сама база голая, именно самого ствола. Но он уже в стандарте идет плюс-минус в обвесе, топовка 223. Тут уже, ну, короче, нормальный обвес, голый, но это база. А все остальное уже, типа, докупается за лаве нормальное. Загонник стоит 20-очку. ЛЦУ вообще самое дешманское. Мне его там по блату так продали. Я не знаю, сколько оно там стоит. 1015 где-то. Ну, это вообще дешман. Это просто рабочая, понял, штука. Типа, вообще ЛЦУха стоит 70-50. Ну, 50-70 тысяч гривен, это прям нормальный. Ручка 5 стоит 5 тысяч гривен. Ремень тоже 5000 гривен, антапки там по 1000 гривен где-то, плюс планочки, хуяночки тоже там все там 1000-1500 гривен. Магазинчик один стоит 1000-1500 гривен. Далі що тут? Разгрузочный ремень. Я типа не ношу РПСки типа с плечами. Из-за особенностей моего ранения я не могу этого носить, потому что у меня плечи просто не выдерживают ничего. Ну, короче, ремень базовый где-то 2-2500. Просто ремень.
Подсумки, вот один подсумочек вот под магазинчик быстрый высунул, засунул. На данный момент в магазинах цены очень сильно поднялись. Гривен 800 один. Тут 4 типа их стоит. Гривен 800. Всякие такие подсумочки мелкие, ну, гривен 300. Аптечка, в душе не ебу сейчас, сколько она стоит. Потому что эта аптечка полностью собранная. Тут все есть, тут вся база в ней есть. Но я думаю, что подсумок на аптечку тоже где-то стоит баксов 50. Подсумок и плюс комплектующая подсумка. Ну, короче, ну, до хера на самом деле выходит. Это дополнительный тоже подсумок под всякую мелочуху. У меня тут просто по приколу то, что там необходимо, мне там надо, в нем лежит. Это запасные сигареты, хотя сигареты я не курю, ну, пацаны часто где-то курят, просят, я им типа даю. Ну, понятное дело, изолента разного цвета, таблетки, которые мне нужны, в основном это обезболивающие всякие, потому что мне иногда было тяжело. Ну, и дополнительный турникет просто тут лежит. Хотя тут у меня тоже 2 турникета, тут турникет, в штанах у меня по 2 турникета, и в броне, типа, там тоже еще турникет. Ну, такие подсумки тоже мелкие стоят, там гривен 500-600. Вот эта сумка сброса Хиликон, думаю, где-то... Да я не знаю, честно, мне тоже ее подогнали. Я не знаю, сколько она стоит. Ну, тоже, думаю, где-то 2000 где-то стоит. Это тоже гривен 800. Ой, ну это типа уже идет рюкзак под работу. Это под работу конкретно под Mavic. Под 3-й Mavic. И сам рюкзак я брал 3 штуки сразу же для своей группы. Короче, 5500. Ну, рюкзак просто бомбовый, ну, лютейший. Ну, цену на Mavic, я думаю, так все знают. Вот Данов конкретно в этой сборке. Mavic это 80 тысяч. Зараз десь так. Плюс-минус 80. Плюс одна батарея к нему идет, она в нем стоит. Плюс каждая батарейка стоит по десятке. Типа десятка, зарядная станция еще там, плюс где-то 5. Планшет, понятное дело, под работу. Планшет. Башкетники. Башкетники — то моя любовь, моя семья. Ну и основная база. База — это у нас уже идет броня. Плитка у меня от бренда Avis. Я их рекламировал в Инстаграме. Это классные пацаны. Они мне помогли ее типа быстро пошить. Она дешманская вообще, типа, ну, она мне что вышла там в 4000 или 5000 гривен. Просто голая плитка сама с быстросъемом и так далее. Это не то, что вот это делали по началу войны. Такую залупу с рессор. И продавали их по 25-30 по 30 тысяч гривен на OLX. То все хуйня, то наебывают. Все пацаны, кто движуют, кто воюет, типа, те и так знают, где достать нормальную броню. Ну, вообще, типа, плитка стоит 10. Ну, плюс-минус, если брать адекватные цены, типа, для людей, то 10 это голая плитка. Плюс подсумочки всякие, как я уже называл, цены на них идут. Що це твоя, так? Да, это заколота моя, это что я Скільки коштує? сам шил. Для тебе. Себестоїмость. Ладно, не будемо Да казати. не, вот эту сумку мне пошили под заказ, я ее быстро сделал, когда мне надо было. По-моему, гривен 500 она мне вышла. Головне питання, яке всі задають. Де купив і що це? Это Juggernaut кейс. У меня это просто жесть. Как это у меня вот Juggernaut, вот типа тоже Juggernaut. Это вообще типа, ну, у нас в Украине перекупы это продают, и за 3 дорого вообще. Типа они скупают и перекупы продают. Мне его с Америки прислали, мой Кент привез с Америки. Ну, потому что это только в Америке продается. Сам чехол, по-моему, 60 баксов стоит. И вот это 110 баксов стоит система. И плюс еще вот эта мелкая залупка, которая крепит, типа прикрепляет. Ну, короче, где-то 210-220 баксов, в принципе, стоит система Juggernaut. Плюс плиты. Плиты, керамика где-то 20-ку стоит. Где-то это дешманские плиты, но это рабочие плиты, они типа держат то, что надо, 20-ку. Плюс дополнительная броня, кевлар по бокам, типа, я закидывал. Я себе закинул, ну, кевлар, но вообще надо плиты еще закидывать. У меня есть плиты, но я их вытащил, потому что, ну, мне по факту тяжело. Мне и так тяжело в этом бегать. Хотя тут и плиты легкие, то все, ну, у меня очень больная рука в этом плане, типа, очень чувствительная ко всему. Тут кевлар боковой у нас защита. И напашный тоже кевлар у нас боковая защита. Так, ну, Ну, вишенка на торті. шлем. О, это сейчас основная проблема у нас в стране со шлемами. Вот такой вот будет стоить голый типа шлем где-то баксов 300-350. Кавер, край Precision на него 100 баксов. Просто кавер вот это вот, кавер 100 баксов. Фонарик
5500 гривен. Просто фонарик в двух спектрах. Да, просто 5500 гривен фонарик в двух спектрах. Белый, красный, даже без инфракрасного. Просто белый, красный спектр. Уши, я не знаю, сколько эти уши стоят, мне их подогнали, но вообще, типа, ориентировочная цена, если кто будет смотреть уши, очень, типа, большая. Типа, от самых дешманских ушей, это 1005 гривен, до нормальных рабочих боевых ушей с ракет. Что тут еще? Ночник, получается. Ну, ночник $5. Де тут? Dead Shinobi шеврон скільки? Dead Inside. Ой, Dead Inside. Этот шеврон у меня продавался по 360 гривен по военной скидке, там еще плюс-минус 25%. Штанишки. Самое интересное, у меня спрашивают, сколько стоят штанишки. Я могу сказать, что штанишки стоят дохуя. Но они того стоят, потому что все покупают себе подъебки всякие, китайские копии, и они у них быстро рвутся и так далее. Вот эти штаны с начала 2016 года. Ну, и я все в это время пробегал в них. Они у меня вот уже везде, покоцанными. Там За скільки ти їх брав? Ой, да они до хера стоят. Где-то баксов 500-550 стоят эти штаны. І це вони з 16-го року? Да, и с 16 года я с ними бегаю до сих пор, типа в этих штанах. Типа, у меня 2 пары таких штанов. Ну, первую пару я взял в 16 году, а последнюю вот уже на этой компании я взял с Америки, просто был заказ, я их заказал, но я в них вообще не бегаю, потому что эти везучие. Это у нас майор Страйкер. Я его, короче, на Донбассе нашел, когда мы там гоняли, движевали, и где-то возле какой-то разбомбленной хаты он лежал, у него тогда еще было 2 руки. Это я его типа взял, как талисманчик себе закинул в подсумок, и он тупо со мной все время был. А руку ему оторвало на одном из выходов, там, где мы работали, и там где-то в посадке какой-то в зеленке зацепился, ему оторвало руку. В принципе, у него правая рука проблемная, так же, как и у меня. Правая рука проблемная. Это было не планировано, так получилось. И вот с майором Страйкером я бегаю везде. Это нож, да. Ну, сколько он стоит, я не знаю, мне его тоже подогнали, типа. Просто обычный рабочий нож, типа, для всякой, типа, такой штуки. Я с ним бегаю. Ти його, чи це новий? А, это тоже новый нож, типа, мне его тоже подогнали. Мирного рішення не буде. Мирного рішення не буде. Ну, он тоже до хера стоит. Это у нас идет Cold Steel, не знаю. До хера стоит, но меня его тоже подогнали. Так, ну що тут ще? Гортекс, я не знаю, мне его тоже подогнали. Діда люблять. Всі йому щось підганяють. Да. Ну, комплект Гортекса, я думаю, тоже будет стоить баксов 150-200. Кейс тоже подогнали, тоже стоит до хера и больше. А, покажи кейс. Да, сам кейс под снарягу. Розкажи про бойові дії, де ти був взагалі? Та на Донбассе и Харьковская операция, Харьков. Понятное дело, что в этой компании уже куда тяжелее, типа, чем в прошлое, типа, потому что и здоровье вообще не то. Уже типа и ранение типа дает о себе знать, типа, рука вообще нулячая у меня. А так, типа, на Донбассе я движевал крепко и в пехоте, и другие типа задачи типа выполнял. А у Харкові? В Харькове тоже и в пехоте, и другие задачи выполнял. Другие задачи. Зрозумів. Розкажи взагалі про двіж з бешкетниками. Ну, это крепкие пацаны, мы с ними познакомились в Харькове уже. Там пацаны максимально рабочие, мы с ними уже были, да, оказывается, до этого знакомые. С ними законнектились, типа, как по комьюнити милитарному, мы друг друга знаем, PSD-инфо и так далее. Он Леха тоже. Бля, наверное, нельзя ее назвать. Леха, я опять твое имя случайно назвал. Да, и типа, мы все с одного комьюнити, все друг друга знаем, поэтому это не проблема была законнектиться и познакомиться, и работать дальше, и выполнять задачу. Там выполняются задачи абсолютно разные, люди есть абсолютно с разных профессий военных, и артиллеристы, и разведчики, и пехота, и вообще все-все-все. Що ви?
Що ти можеш спросити за діда, як друг і як А что за Дида? Дид это уникальный человек просто. Во-первых, мы с ним знакомы были еще хрен знает когда в детстве. Мы занимались плаванием вдвоем. Потом наши судьбы разошлись с дедом. Но потом из-за этой гребаной войны, блядь, в 2014 году опять мы воссоединились. Сначала были в одном подразделении, служили в Азове. Потом пошли по разным уже подразделам, больше как добровольцы. Вот. Ну а сейчас, во время второй кампании, то тоже на разных секторах принимали участие в боевых действиях. И что, там, во время отдыха приезжали, и делились за кальяном с друг другом истории, выпивали пивко, разговаривали. Под пивко, да, рассказывали друг другу истории, что как происходило, там, в каким-то моментам делились опытом. Ну, дед более опытный вояка вообще, он, конечно, мститель. Ну, з одного ком'юніті. Да, короче, так вообще. Ком'юніті. Да, с одного комьюнити, это такое милитари комьюнити, там создано нашим другом, там Денисом Квебеком, PSD-инфо. И вот как такие по одним интересам милитари теме, так как все участники боевых действий. То, Ми на полігончику Да. всегда собирались, собирались, гуляли все вместе. тренировались, там шашлычки жарили, кушали. Проводили вместе время, а так как сейчас у нас с 24 числа полномасштабка пошла, то вот мы нашим комьюнити пошли воевать. И вот даже с некоторыми пересекались вместе на одних направлениях, хотя заранее не договаривались, как мы любим говорить, что свои люди друг друга везде найдут, даже типа не договариваясь об этом. Деду только уважуха. Льоха. Як почалось твоє 24 лютого? Кринжово. Вот как сейчас, вот ты меня спросил, понял, у меня опять это паническая атака, типа, понял, внутри. Ну, это тяжелый момент, я знал, что все начнется. И я уже где-то за неделю, даже чуть больше, уже понимал, что, так сказать, пизделовка за гаражами неизбежна, но я не понимал, насколько сильно эта пизделовка будет. Я думал, что это будет пизделовка на Донбассе, понял? И мы с кентами уже приготовились, понял? Мы уже понимали, что будет. Мы со своим, так сказать, комьюнити уже состыковались, у нас был план, и как, куда поехать. Я рассказывал это своим родителям, своей девушке, ну, всем. Они мне, ну, говорят, ну, ты шиз, типа, понял. Не будет ничего, ты шиз. Я еще короной тогда заболел второй раз, типа, мне было очень плохо, понял. Ну, и все думали, что на фоне короны, типа, я с ума, типа, опять схожу. Ну, я, типа, не спал, понял, я лежал, типа, чекал новости, и определенные каналы, так сказать, вражеские, оппонентов наших, уже в 00 начали, типа, постить «заходим», понял? Заходим, отсасываем, выходим. Ну, я выкупаю, что все, типа, понял, граница пересечена уже. И как раз я, типа, то ли закимарил, знаешь, типа, вот это то полусонное состояние. И тут я хуяк открываю глаза, открываю телегу, просто вот так тут листаю, и хуяк, обращение этого еблана, понял? Такой хуяк, и тут еблысь, понял? Ну и сразу же полетели новости, там, Киев, обстрел, там, Полтава, обстрел, Харьков, обстрел. И сразу же я начинаю, типа, собирать семью полностью, все, типа, ну, я поднимаюсь, все, типа, собирайтесь, нет времени. И там, ну, Днепр бомбят, понял, все бомбят. Я думал, так быстро, серьезно. Типа, десант высадился там в Днепре, в аэропорту и так далее. И, короче, собрались максимально быстро, забрал свою девушку и, типа, поехал их эвакуировать. Я с батей и с мамой встретил своего кента на границе. Мы с ним тоже заранее уже договаривались, типа, что едем воевать. И все, и поехали, типа, движевать. Часть нашей движухи, типа, большая, находится в Харькове. Типа, пацанов. И они прям с тех мест нам, типа, кидают фотки, понял? Он находится, чел, типа, на Салтовке, на Северной живет. Что, блядь, под его домом заправка. А там, блядь, стоит, нахуй, русские танки с десантом. И они там заправляются на заправке. Прям, блядь, в городе. Ну и, короче, мы, типа, собрались и поехали. Потому что там было, во-первых, кому нам принять. Потому что много кто не был ни на связи, понял? Ну, вообще... Там много кто не отвечал, много кто погиб в первые же дни, много кто погиб, из кентов, с кем мы общались. Ти там теж був добровольцем, так? Да. Ну, у меня очень хорошая коммуникация со всеми военными. Я много где, типа, движевал в добровольческих подразделениях.
и много где с кем пересекался. И в какое место фронта я не приеду, везде окажутся мои знакомые. Типа то же самое оказалось и в Харькове. Помимо тех людей, к кому я приехал со спецподроздела одного, и в этом спецподрозділі были мои кенты, ну и плюс оказались в Збройних силах, типа мои кенты. Вот так сказать, в основном авангарде удара, типа кулака, типа именно военного, оказались типа мои кенты, и вот с ними мы начали уже основную типа движуху типа, вести. Це ти коли потрапив у Харків? В марте, получается, уже. Типа, это февраль, пару дней, эвакуация и так далее. Типа, на самые первые дни, типа, вот в марте месяце. Типа, на движухе уже были. Що було найскладніше під час от перших днів, коли ти потрапив до Харкова? Бля, авиаудары. Авиация. Friendly fire. Ноль понятия вообще, что происходит. Вообще ничего не понятно. Ну, типа, все, что было на Донбассе, все, это оказалось не так серьезно. Нельзя так говорить, типа, понял, потому что на Донбассе очень много людей погибло, понял? Но там были локальные, понял, типа, движухи. А тут именно прям, Ну, другий рівень. прям жестко. Типа, авиация кроет, летают вертушки, летают самолеты, и просто вот так тут фабы, типа, кидают. Ну, и ты ничего сделать не можешь. И все. И вот это, и плюс крылатые ракеты, которые просто вот так тут нон-стопом прилетают и бомбят. Просто это ж начало, Харьков, там просто так ляп крылатая, ляп калибр, ляп калибр, ляп калибр, Искандер, калибр, калибр. И все, это в городе. Ну вообще осознать то, что у нас идет война по всей стране, это уже типа является, ну, жестко, типа, понял? И ты не понимаешь, что происходит. Ну, ты просто не понимаешь, что происходит. Ты не знаешь, что там у пацанов. Ты не знаешь, что у других пацанов. И все. И это тяжело. И война заиграла новыми красками, так сказать. Багато разів, як це правильно сказати, прощався з життям під час повномасштабної, коли ти розумів, от все. Так сказать, я один раз попрощался и с этим жил все время. Потому что я не знал, сколько получится прожить, в принципе. Знаешь, ты можешь сейчас опять нарезать на грустные тиктоки и так далее. Типа, боже, бедненький солдатик, он попрощался с жизнью и так далее. Это нормально, типа, понял. Ну, потому что, ну, ты шагаешь в неизвестность. Вот 24 февраля в 4 утра я вот это открыл глаза, посмотрел, и в тот момент я понял, что все, Агабелла, ну и все, понял. И так по сей день. Типа, ну, повезет, не повезет, буду жить, не буду жить, понял. Ну, эта жизнь такая, типа, тут не загадывать нельзя, понял, ничего. Типа, мы такой путь сами выбрали, и по этому пути идем. Поэтому нельзя, типа, такой, сегодня все нормально, планы сейчас построю, как жить дальше, там, что-то мутить, там, 3-10. Не, планов никаких нет вообще, в принципе, просто жизнь одним днем. И так пошло дальше и работа, каждый день работа, 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 и получилось хорошо, типа, и все. Бач, бешкетники Сірка, ти з ними двіжував. Это сильнейшие люди, с которыми я знаком на самом деле на данный момент. Я не говорю про пацанов с Марика, с Азовстали, это вообще отдельно. Ну, с ними вообще, понял, вот с ними нельзя никого сравнивать. Потому что никто, вообще никто, нигде, никогда не переживал то, что пережили они там. Бешкетники Сірка – это сильнейшие пацаны. Типа, они такое делают. Очень крепко воюют. Это мои кенты. Да. А ви всі знаходились в Харкові? Да, это движуха пацанов. Оказалось, это мои знакомые пацаны. Я, как говорю, типа, приехал, мы там сразу же поехали на штаб, чтобы собрать инфу, взять задачи и поехать выполнять сразу же, типа, задачи свои. Там встретил пацанов. Они такие, о, дед, это ты, понял? Такой, ну да, а что ты тут делаешь? Блядь, то же что самое, что и вы, так ты из Днепра. И так, а что, мне дома, что ли, сидеть, типа, чешо? И они приняли нас к себе в семью. Это милитарная семья, движуха, по-простому. Угу. Это не какое-то конкретное подразделение. Пацаны большая часть какого-то конкретного подразделения, но это
это семья. Що ти можеш розповісти за добровольчий двіж, так скажемо? Ну, это своя атмосфера. Добровольцы – это своя атмосфера, это клуб по интересам. Это пацаны, которые отдали все, просто все, и ничего взамен не получили. Это максимальная самопожертва для своей страны без какой-либо личной выгоды. Розкажи от, взагалі про пацанів, з якими ти от зараз двіжував, за яких можна розповісти. Ну, это, короче, молодые пацаны, они тоже выходцы из добровольной движухи, это добровольцы. Это, короче, они были рекрутами в Азов, типа, шли тогда. Им-то было, что вообще по 17 лет, они, типа, там работали, типа, понял, ну, чтобы им 18 стукнуло, и они попали, типа, в движуху. Это, типа, Щегол и Монгол, это два таких, типа, парня, ну, жестикие максимальные. И они меня шарили, типа, понял, я их тоже там видел, типа, ну, это крепкие пацаны. И вот они с тех времен, они тоже были подписаны все мои страницы, типа, там и так далее, старые. Они, типа, выкупали меня тоже. Плюс мы по добровольческим движухам с ними знакомы. Они, типа, говорю, типа, они тогда решили пойти в добровольческую движуху, они пошли-то в добровольческую движуху и, так сказать, косвенно пересекались, типа, и очень много общих знакомых и так далее. И они выходцы из добровольной движухи, два пацана, Щегол, Монгол. И вот с ними я уже, так сказать, лично познакомился, уже конкретно в боевых действиях на Харькове. И эти два пацана, это что-то просто с чем-то. Ну, я никогда не видел таких тигров, понял? Я видел тигров, конечно, лютых, но это просто максимальные жестики, типа. Куда там старым дедам до них, типа, серьезно говорю. Молоде покоління топ. Да, это молодые пацаны, которые, так сказать, потерянное поколение. Типа, вот что мы были потерянным поколением в те времена, что они стали... Получается, у нас уже сколько потерянных поколений получилось за эту войну. Типа, вот мы-то пошли все молодыми, понял? Потом после нас они пошли молодыми, понял? А сейчас другие идут уже молодыми, понял? В таком же возрасте. И сколько уже вот таких вот пацанов, которым стукнуло только 18 лет, сразу же встряли на войну, и вся жизнь их теперь только война. От ти взагалі засуджуєш пацанів, які не йдуть на війну? Да нет. От яке взагалі у тебе ставлення от, там, до тих, хто поїхав за кордон або просто не йдуть? Ну смотри, типа есть разные люди, понял, типажи. Есть типа тюбики, которые, ну, просто свалили, понял? Которым насрать, где они живут. Типа они такие, ну все, буду строить новую жизнь, типа там, за границей и так далее. Да, ну, типа, ну и езжайте, понял. Типа, мне не холодно, не горячо от них, понял. Меньше в социуме, типа, будет с кем пересекаться, типа, мне для меня лучше, понял. Есть люди, которые просто, ну, не созданные для войны, понял. Но вот кто-то говорит, знаешь, что, типа, воинам рождаются, понял, кто-то говорит, что воинам становятся и так далее. Но по факту есть люди, которые, ну не вывезут они войну, ну не вывезут они. Они приедут, знаешь, типа на пацанячке, типа, ну, через страх, типа, знаешь, типа, трус притворился храбрым на войне, типа, стих есть, понял? Ну, в жизни это немножко так не работает. Это работает с тем, кто готов к войне, понял? Морально, типа, хоть ему страшно, но он готов. Но есть люди, которые, ну, просто физически не готовы. Вот он приедет, вот он увидит там какую-то кровь, но он обрыгается сразу же, типа, все, либо паническую атаку. У меня были такие типы в 2014 году, в 2015 году были такие типы. И эти люди, они не стали там какими-то антипатриотами там, и так далее. Нет, они помогают как могут. И таких людей очень много на самом деле, которые не готовы быть военным, но при этом они помогают очень сильно финансово, медийно и так далее. Ну, главное, чтобы все работали, так сказать, в одном векторе. Зараз ти на реабілітації. Як вона проходить взагалі? Тяжело. Это моя 9-я операция на руку. Очень сильно ее разъебало вообще в хлам. Я ее довел, так сказать, до стадии... Я ее довел до стадии невозврата еще на 4-й операции, когда мне ее делали. Мне же, типа, сделали операцию и сказали, все, типа, забей, чел. Типа, не возвращайся. Ну, типа, тебе нельзя делать большие нагрузки на руку. Я возвращаюсь. Разъебал руку. Опять. И сейчас уже дошло до того, что, ну, просто у меня ничего не осталось в плече.
Ну, просто ничего. Мне на этой операции, ну, это тяжелая была операция, планировали одно, не получилось, мне должны были эндопротез поставить уже в плечо, но его просто невозможно было поставить, потому что у меня там нету места для него, потому что у меня там куча металла, пластины, плюс кости пересаженные с ноги, кости пересаженные с руки. Короче, там сборная солянки просто в руке у меня. И мышцы не потянули. Типа для там этого движухи эндопротеза нужны были рабочие мышцы. А у меня атрофировались мышцы за все время на руке. И они были полностью нерабочие. Там какая-то, мне назвали какая-то шкала, типа есть работа мышц. Там, и там из 5 у меня на единичку типа они были. И типа мне сделали тяжелую операцию на руке, на мышцах, опять на костях, опять добавили. Должны были убрать металл, понял? Должны были убрать у меня пластину, чтобы освободить место для эндопротеза. Но в итоге не получилось это сделать, потому что пластина держит полностью мою лопатку. У меня там лопатки нема. Кости пересаженные, получается, с ноги, вшитые в лопатку, и прикреплено это все пластиной, типа, короче. И невозможно убрать эту пластину, и невозможно было поставить эндопротез. И они мне с мышцами какую-то движуху, типа, сделали. Я ж не врач, я не знаю, меня там называли. Они мне полностью там перетянули откуда-то мышцы, пришили эти мышцы в другое место. И это мои новые ощущения, потому что мне с мышцами еще никогда ничего не делали, и я типа немножко прифигевший с этого, потому что совсем другая боль, совсем все по-другому с рукой. И плюс рука теперь совсем по-другому работает. Ну и плюс они мне еще закачали руку этим каким-то гелем, типа как синтолом каким-то или что-то типа того, гиалуронкой какой-то. Ну, короче, объем дали мне руке. Я просыпаюсь после операции, смотрю, у меня рука, знаешь, у качка какого-то. У меня рука была, худая вообще, вот такая, она ж у меня не рабочая была все это время. Я не могу ни двери открыть, ни бутылку с водой, открыть рукой. Тяжело, но при этом очень хорошие специалисты, врачи, очень хороший реабилитационный центр, где я занимаюсь. Спасибо патронатной службе Азова. Ну, они меня не кинули, понимаешь? Я ушел с полка в конце 17-18 года, по факту, на гражданку. Но патронатная служба Азова меня поддерживает до сих пор. Это семья, понял, это движуха, Вот что все время говорят, что такое, наверное, будут спрашивать в комментариях, что такое движуха, вот это вот движуха. Я уже не там, но при этом они меня сразу же на лечение берут и полностью меня, что касается именно конкретно лечения, больничка, реабилитация, лекарства и так далее, там операция. Ну, лекарства сейчас я сам покупаю, потому что не хочу никого трогать, понял. Когда я уже отошел от больнички, именно от присмотра, потому что когда ты лежишь в больничке, над тобой прям вот так патронатная служба, знаешь, есть мем, там висит маленький челик на диване, и такая здоровая, такая залупа за ним стоит, такая у-у-у. Так вот это, короче, сейчас. Я лежу в больничке, и надо мной патронатка, ничего не разрешали мне покупать, все сами делали. Сейчас, я уже на мышу сам покупаю, потому что, стыдно их просить. Я им тоже очень сильно помогал своей медийностью, как мог. Я тебя просил, чтобы ты помог им. Потому что тяжело. Ты сам понимаешь ситуацию навколо Азову. Ты сам понимаешь, как тяжело. Сколько всего. Які плани надалі? Так, планы. Хотелось бы, чтобы война закончилась, конечно же. Блядь, мы же все знаем, что война не закончится. Собраться надо, понял? Чтобы меня собрали, по-новому. Это была первая операция на руку. Мне сказали, что если не получится, то еще будет операция на руку. Я этого не хочу. Я хочу максимально ее восстановить. Плюс у меня нога полностью отлетела. Ну, кстати, нога это не боевая травма, это просто получилась физическая травма во время, так сказать, всех движух. Ну, просто коленка пошла, так сказать, по пизде, короче. Другого слова не придумал, понял, чтобы сейчас я подумал, но не придумал. Мне хирурги мои, которые меня оперировали, сказали там приехать к ним через 3 недели, чтобы посмотреть руку и заодно ногу. Посмотрим, что будет. Я планирую возвращаться обратно, к пацанам. К своим, кентам. Я не хочу воевать, я не хочу войны. Ну, это надо быть полным конченным идиотом, знаешь, сумасшедшим уже. То, что я не хочу, это показывает то, что у меня еще все нормально с головой, понял? А если бы я говорил бы такой, да нет, надо на войну, понял? То нет, то я все, хана голове. Я не хочу этого всего. Я хочу жить дома,
Я хочу со своей девушкой, с семьей. Я хочу наконец-то, типа, чтобы, ну, мы поженились, типа, понял. Я хочу свадьбу, понял. Хочу детей. Ну, чтобы у нас все, ну, жить обычной жизнью. Я этого хочу. Хочу сидеть за компьютером, блин, играть в игры. Хочу на рыбалку ездить с пацанами, понял. Что на шашлыки, на полигончик пострелять по приколу. Я этого хочу. На войну не хочу. Это просто необходимо. Это надо. Якщо б зараз була перемога України і закінчилась війна, чим би ти займався, окрім там, звичайним життям, там, як ти описав, окрім бізнесу? От якісь є мрії після всього? Можливо, ти щось став більше цінувати? У меня нет, ну, типа, мечты никакой. Я давно не мечтаю ни о чем. Я не тешу себя никакими позитивными, там, знаешь, мыслями. У меня нет никаких планов. Знаешь, там люди там составляют себе план на год, там о чем-то мечтают, о чем-то хорошем. У меня такого нету. Я не испытываю счастья никакого. Я не испытываю удовольствия никакого. У меня нету никаких планов. И война не закончится скоро, типа, ну. А если закончится, то надо будет готовиться к следующей войне. Типа, ну, камон, мы живем с такими ебанутыми соседями. Ну, они от нас не отъебутся, а мы от них не отъебемся теперь, все. Как бы там ни пытались кто-то там сказать, все, давайте миритесь. Да какой мириться? Не получится мириться. Ну, типа, тут не вопрос там в политике, не вопрос в этом. Мы просто, ну, другого выбора уже нет, и все. Типа, будем пиздиться до конца, так сказать, со всеми. Як перелаштуватись на це? От як людям зрозуміти, що там це не місяць, не тиждень, от як жити? Мы живем в новых реалиях. Наш мир перевернулся с ног до головы. Все, это новая реальность. Мы в альтернативную вселенную попали. Ну, словами школьников, типа, понял. Все, мы типа в мультивселенной находимся. Понятно, это защитная реакция, скорее всего, у людей, знаешь, что они такие, ну все, сейчас пару, типа, это все закончится, мы будем жить такой же жизнью, как мы жили до этого, типа. Нет, ну все, настал тот момент точки невозврата, когда жизнь, как была до, она не будет никогда. Ну, это мое мнение. Все, поменялось. Будут постоянно атаки вот эти конченые, террористические на нас. Будут постоянно удары ракетами. Будут постоянно какие-то залупы случаться. На кордоне будет постоянно. Вот тут представим, мы победили. Рано или поздно мы победим, это, ну, факт. Типа. Ну, вот давай сейчас представим, что... Ну, Що для тебе перемога, в першу чергу? Ничего. Для меня нету победы. Ну, типа, ну какая может, ну, типа, сейчас такие, о, боже, для него нет победы. Типа. Но для меня нету. Ну, я морально не буду себя чувствовать, ну, что мы победили. У меня столько кентов погибло. Ну, типа, ну, просто, ну, капец. Типа, столько знакомых, столько кентов, столько трагедий произошло, столько всего. Ну, понимаешь, есть такое понятие, как воинская честь. Ну, типа, сейчас люди начнут там тоже, там, блядь, врага нельзя щадить, надо их убивать. Ну, блядь, пожалуйста, встаньте с дивана, идите, щадите, убивайте, там, как хотите, делайте. Но, типа, вы поймете тот факт, когда вы вольетесь именно в воинскую тему, что там все совсем по-другому на войне. Там нету ненависти, понял, какой-то? Ну, нету ненависти. Ну, типа, против тебя стоит, типа, оппонент, типа, ты с ним ебашишься, там. Нету каких-то эмоций, там, понял, и так далее. Ну, боже, ну, с той стороны там варвары конкретнейшие, там просто варвары, но они такое делают. Ну, все люди видели, что там творится, типа, в интернете. А представь, что в жизни творится, когда ты заходишь вот так вот, только в освобожденное село, что там, ну, я молчу про мародерство, понял? Ну, военные преступления, это боже. Ну, уже смешно, типа, говорить это слово военное преступление, понял? Ну, вообще, это Женевская конвенция вообще для той стороны вообще не работает. Абсолютно ноль. Там такое несется. Ну, вообще жесть. Причем между своими же. Они сами же там со собой, типа, такое делают. Я уже молчу про это. Рыцарские времена давно прошли. Типа, нету уже никаких рыцарей. С той стороны так точно. Там именно племена варваров, понял, наступают. Все. И численности, и конца их нет, предела. Важкі опоненти є. Важкі опоненти є. Да, там очень много крепких типов. Зараз просто
часто піднімається питання, що ми дуже довго сприймали їх як чмонь, типу, ржали над цим, але це ж неправда, що це взагалі так. Багато ж сильних противників. Ну, это вообще типа, меня смешит, понял? Типа, ха-ха, там чмобики воюют против вас, там чмо они воюют. Фу, вы видели их каску, она ножом протыкается. Смотрите, я ногой стучу, она проявится. Блядь, это кевлар. Вы возьмите нашу каску и ебите, то же самое произойдет. Типа, ну, люди не понимают, ничего вообще, тупо не разбираются, и лишь бы, знаешь, это вот, что побазарить. Ни хера, даже взять вот этих вот, блядь, чмобиков, 50 человек, для них это вообще не сумма. Эти 50 человек с автоматами, и они как разрядятся в посадку и забаранят специалистов каких-то, которые в той посадке торчат. Ну, типа, да, типа там очень много мяса, именно неподготовленного и так далее. Но, блин, их же ж много, их много. Я уже молчу про специалистов, про контрактников. Там есть типы, ну, с таким опытом, который, ну, нам и не снился, допустим. Там типы столько компаний прошли, что пипец. Ну, у них, ну, много компаний. Там есть люди, ну, уже возрастные, которые прошли Чечню, там, допустим, вторую компанию, там, да. Они прошли нападение на Грузию, вторжение туда. Они прошли Сирию, Донбасс сначала, типа, понял? Это сейчас только говорю про контракты, где они, контрактники, участвовали. Я молчу про ЧВК. Там типы вообще пиздец. Там именно... Ну, я не буду перечислять, где они находились, типа, понял? Ну, а вот эти оппоненты, ну, блядь, с ними попробуй пободайся еще, понял? Пересикався з ними? Ну, было дело. Там крепкие типы. Там, ну, с ними просто так не получится постреляться, там, понял, там, на скеле, там, что-то. Там в натуре придется вспоминать все, что ты в жизни учил, чтобы стоять против этих типов. Але тим часом ми відбиваємо стільки атак, забрали, ну, можна сказати, Харківську область, Київ, Суми. Ну, всі знають, які в нас зараз є локальні перемоги. Ну, як ти думаєш, чому це? І от що от, комплексно на це впливало? Стратегия. Охеренная стратегия главнокомандувача нашего. Типа. Ну, я сейчас не говорю именно конкретно про президента. Президенту респект, то, что он дает зеленую на все. Типа то, что он заинтересован. Блять, сколько уже месяцев прошло? 8-9 месяцев войны. 9 уже месяц войны. А мы до сих пор еще как бы все нормально у нас, понял? Большой респект ему, то, что дает зеленую. Зеленский дает зеленую. Наш штаб, типа, ну, главнокомандующий, Залужный, там, понял, сухопутных войск, очень умные люди. Ну, я уже молчу про моего краша Буданова. Буданов такой, боже, что такое слово краш? Он меня обозвал, ну, блядь, 10 лет тюрьмы ему. Краш это хорошо, это, типа, анимешное новое слово, типа. Благодаря умным людям и благодаря крепкости духа нашего, ну, блин, там пацаны такое творили, ну, просто капец. Они в таких ситуациях вывозили, в таких боях прямых, типа, участвовали, что даже и не снилось многим, понял. Я не знаю, что, типа, на Херсоне было, я там не был, но на Харькове там пиздец был. Ну, сори за мат опять. Ну, там просто, ну, бля, там такое неслось, это просто капец. И когда, да, за Харьков договорились, блядь, приезжайте, блин, хотя уже там уже все освобождено, ну, когда вот это мне пишут, понял, а мне часто вот это писали, а правда, что за Харьков договорились? Да вы ебанулись, блядь, договорились. Одно село, блин, 4 раза, 5 раз штурмовали. Одно маленькое село. А там просто гениальная операция произошла. Это уже игра медийки была, то, что там наши там играли и так далее. Просто, ну, переиграли. Переиграли, и наши силы просто ударный кулак промчался вот так вот. При этом он не промчался в пустые места. Везде, в каждом месте были ожесточенные бои. Везде. За каждый, блядь, сантиметр. Наши просто вот так вот промчались. Просто понимаешь, люди хотят знать правду, знаешь, типа, вот, скажите нам, нельзя ее говорить, нельзя. Очень много инфы закрытой. И это на самом деле профессионализм, когда человек много чего не раскрывает, фактов. Это не то, что он, блядь, нигде не был и так далее. Чувак, ну, по чуваку можно посмотреть, по типу посмотреть.
движевой он или не движевой, понял? Но, Як це відрізнити? ну, это военный военного и поймет, понял? Но я не буду сейчас рассказывать. Ну, типа, видно по типам. Плюс, ну, в комьюнити все друг друга знают. Это семья. И там кто-то где-то пукнет, все об этом узнают, понял? Ну, и мы все знаем друг о друге. И там не получится влиться в комьюнити и такой, да я там фоткался там, я типа воевал. Нет, не получится. В комьюнити все друг друга знают. Я же говорю, я вот так могу приехать хер знает куда вообще, типа, где ни разу не был, в подразделение, которое я нигде не знаю. Не буду называть бригады просто. Потому что я все-таки доброволец, понял. И, ну, я вот так приезжаю в бригаду, а там уже куча типов, которых я знаю, а они знают меня. Потому что у нас очень много знакомых. Тот в ССО, там, понял, тот где-то в ДШВ, тот где-то механизированный, понял, тот еще в какой-то спецуре, понял. Мы все друг друга знаем. И все друг о друге позитивно отзываются. Поэтому мы шарим, где кто что говорит. И на самом деле очень много информации, которую нельзя рассказывать.